У меня зацвели розы, посмотрите, это даже уже отцветает. Вот бутоны. И вот эта плетущаяся роза, посмотрите, какая красота. Единственное но, как всегда есть но. Я когда покупала, спросила у продавца, она цветет все лето? Мне ответил, да, она цветет все лето, но, увы и ах, вот сейчас она цветет, вот такая эта красота неземная, и все. И, ну, максимум до июня она продержится, и то вряд ли. А вот эта чайная роза, она пахнет, я вам не могу передать как. Вот с нее надо собирать лепестки и варить варенье. Ну, лепестки я собираю, варенье не варю, честно говоря. Лепестки просто сушу и складываю в мешочки. Ну, не прелесть. Привет, друзья! Вы на канале Свистич, и под неуемный звук соседней стройки я начинаю свой вышивальный влог. У нас сегодня понедельник, и я хотела бы показать вам, что мне удалось навышивать за субботу и воскресенье. Я пытаюсь перекричать эту стройку, ну, прошу прощения сразу за этот шум, потому что вечером темно, а днем они работают. Короче говоря, вот что я вышила за субботу и воскресенье. Сказать честно, я просидела довольно-таки долго, как девочки говорят, марафонить. Я, понятное дело, не марафонила, но у меня было достаточно много времени в субботу и воскресенье. И я так хорошенько, часа, наверное, 4 в субботу посидела, и в воскресенье вообще, наверное, часов 5. И я поняла, что это вообще совершенно неэффективно, потому как если в течение 2 часов ты делаешь это как-то все быстро и хорошо, оно идет, то последующие 2 часа оно, во-первых, замедляется, намного сильнее замедляется, и, во-вторых, я делаю ошибки. И вот, пожалуйста, я не помню уже точно, что я делала. Ну, я, наверное, скорее всего, начала с пирамиды в субботу, сделала эту пирамиду и пошла делать вот этот центральный круг. Это я все сделала, и потом начала делать вот эти пирамиды по бокам. И потом уже я начала делать вот эти квадраты для... Здесь будет, как это называется, ретичелло, а здесь будет, понятно, хардангер. Ну, кажется, что тут делать? Ну, получается, как бы полный рабочий день я на это посвятила. А почему тогда столько много? Потому что вот эти 2 пирамиды я сделала правильно. И вчера я уже обнаружила, что вот эти 2 пирамиды я сделала неправильно. Я вместо того, чтобы вот здесь я больше места отступила, они стали шире. И когда я вот здесь стала делать вот эти качалочки, как они называются, клостеры под мережку, я сделала здесь, начала делать здесь, и когда я перешла вот на этот момент, я вижу, что это у меня гораздо ниже, и получается сдвигаться. Одним словом, короче, я ошиблась, мне надо было распустить вот эти 2 пирамиды, и это заняло время на распускание, на перешивание, естественно. И потом уже вечером, когда я уже счастливая и довольна, что я все это закончила, я обнаружила, что я ошиблась вот в этих квадратиках. Ну, вот вы можете увидеть, они несимметричные, эти квадраты у меня опущены. Они должны были начинаться вот здесь. Вот. Ну, короче, на 4 переплетения ниточки они выше должны быть. И теперь мне предстоит еще перешить вот этот. И потом... Здесь вот эти вот подготовка, как я уже сказала, здесь будут вот такие мережки на каждом углу. В углах вот здесь в этом квадратике будет элемент, не скажу, как он называется сейчас, когда буду делать, потом скажу вам название, не помню, честно. Вот здесь будут шовчики. Я, может, даже и оставила это, ну, это заметно, как оставить. И, во-первых, это заметно, а во-вторых, вот здесь будут разные всякие шовчики, и, естественно, когда он сдвинут, эти шовчики сюда не вместятся, и надо переделать в любом случае.
Но я уже насытилась до такой степени этими шовчиками, что я, наверное, это на некоторое время этот гарден откладываю, потому что в прошлой неделе, как вы могли видеть в моем предыдущем влоге, я практически только шовчиками занималась. Я занималась гарден и котиком своим. Так что здесь все покаместь. И я на этой неделе хотела бы взять что-нибудь крестиковое. И, скорее всего, я там возьму либо птичек своих, либо скатерть с птичкой. Ну, короче говоря, вы все узнаете. Оставайтесь со мной. И до следующего включения. Это мои белые пионы. Они огромные. Смотрите, какой пион. И очень красивые. Но вот как-то я их не могу... Чтобы они росли в правильном направлении, они почему-то всегда ломятся. Скажите, цветы тяжелые, но это сейчас, но она же до цветов клонится. Конечно, в моем вышивальном углу продолжает цвести глициния. Какая она шикарная. Здесь у меня маки. Здесь у меня герань. Здесь тоже герань. Зимой она у меня не замерзает. И вот здесь. А вот бугенвилья у меня чего-то того не того. Ну вот, выпустила новые листочки, надеюсь. Рис зацвел. Как он туда забрел, одному богу ведомо. Я не знаю. Я его туда не сажала. Сам пришел. А сейчас уже по традиции я вышиваю сюазик и рассказываю мою историю. Итак, напомню, мой суженый получил место работы в Киеве и радостно об этом мне объявил, на что я не очень радостно отреагировала. И, значит, последующие 3 дня мы обсуждали план действий. С истериками, слезами с моей стороны и со вздохами, уговорами и успокаиваниями с его. К концу 3-го дня мы все-таки пришли к консенсусу, как любили выражаться в те времена. И решили, мы попробуем пожить вместе. С работы я увольняюсь, не особо там какая-то грандиозная работа, что там сидеть, пыль вытирать. Лучше заняться делом, получить права, подтянуть английский. Дочку срывать со своей школы не будем. Этот вопрос оказался самым сложным. Как выяснилось впоследствии, перевести ребенка в другую школу в другом городе не так уж и просто. Во-первых, нет свободных мест. Во-вторых, по месту прописки, где обязаны взять без разговоров, у меня, понятное дело, киевской прописки не было. Вариант приватной школы, это вообще они стоили не то, что крыло самолета, они вообще как весь самолет стоили, если даже иностранец охренел от цены, ну о чем там говорить. Немного подумав, я решила, может даже и к лучшему, срывать ребенка со школы, хотя школа у нее была еще та, но это отдельная история, отрывать от друзей, от дома и... Кроме того, наверное, самое главное, еще непонятно, сложится ли у нас что-нибудь. Может, через неделю мы вообще разойдемся и на этом дело закончится. Так и решили. Я поехала домой, уволилась, утрясла все дела, уговорила маму пожить с дочкой и начались покатушки. В Киеве я скучаю за дочкой. Мчусь в Донецк. В Донецке я скучаю за ним. Я мчусь в Киев. Ну, в целом... В общем и целом мы неплохо поладили, даже обзавелись друзьями, приятелями, он со своими коллегами с работы, у меня подружки в Киеве, так что мы иногда даже устраивали вечеринки, это было интересно, ходили в театр. На балет в основном, опера как-то не очень нам нравилась, а на спектакли ходить он не понимал, о чем речь идет. Я, кроме этого, ходила на вождение, на английский и в свободные дни мчалась в Донецк. Было весело, классно, несмотря на то, что мы уже взрослые люди, и у каждого там свои тараканы. Нам как-то удавалось прекрасно проводить время вместе.
Некоторые вещи меня удивляли. Например, однажды он купил кусок свежей телятины, и потом попросил сделать фарш из этой телятины. И я была в шоке, когда он ел сырое мясо. Спойлер, сейчас я обожаю тартар. Меня также поражало его терпение и толерантность. Когда говорят, наши женщины лучшие в мире, не верьте. Мы нетолерантны, малоэмпатичны, сильно авторитарны. Нам надо все держать под контролем. Я не знаю, у меня так, и я вижу вокруг тоже это у многих так же точно. Я не знаю. Мы за все хотим сами решать, за все отвечать. А потом не понимаем, почему это нам так тяжело, а мы сами взвалили на себя эту ношу и даже не подумав о том, а как же они выживали до нас. Короче говоря, я поняла, что так делать не надо. И обо всем этом я узнала от него. И до сих пор я работаю над собой. Я пытаюсь стать лучшей версией себя. Мне не всегда это удается, но я уже многого добилась. А знаете, что самое сложное? Это вставать с утра в хорошем настроении, улыбаться и желать доброго утра. А не вот эта вот недовольная, невыспавшаяся физиономия. И например, я никогда не видела, чтобы он просыпался в плохом настроении. Каждый день у него начинается с улыбки. Независимо, это 3-5 утра или 10 утра, или это какие-то, я не знаю, неприятности или еще что-то. Человек всегда встает утром с улыбкой. А вы обращали внимание, в каком настроении вы встаете? Я обратила это внимание, когда он мне на это указал. Говорит, а что ты такая злая? Что, я тебе-то ничего не сделал? И я такая думаю, реально. 4 месяца до Рождества пролетели в каком-то сумасшедшем ритме. Новый город, поездки, знакомства, новые люди. Другая, абсолютно новая жизнь, и она мне нравилась. Нам было комфортно вместе. На Рождество у него был отпуск, и он на 2 недели поехал к себе провести праздники с детьми. Это важный момент, запомните этот момент. Я тоже поехала домой на праздники, прям как в школе. Зимние каникулы, и это действительно были каникулы. Много времени я проводила с родными и друзьями, всем было интересно, что да как. Я восторженно рассказывала, какие мы разные, и в то же время сколько у нас общего, как хорошо я себя чувствую в этих отношениях, и как я меняюсь в лучшую сторону. Я узнала много нового, интересного, взглянула на жизнь под другим углом. Там просто взглянула на жизнь, оглянулась вокруг. Это что раньше я видела? Дом, работа, дом, работа. В этом житейском колесе многое вообще упускаешь из виду. В каких-то шорах ты вообще просто не видишь, что происходит вокруг. В январе началась какая-то сумасшедшая зима. Столько снега и таких морозов давно уже не было. Он вернулся, мы купили ему дубленку, потому что в его пальто на рыбьем меху как-то было не очень, в минус 25. Он наивно полагал, что у нас всегда такая зима. Я ему сказала, нет, это специально для тебя в этом году такую подогнали. Если до этого мы жили как-то спокойно, то тут начались приключения. Сначала чуть не сгорел весь этот дом, потому что все счетчики из всех квартир были в подъезде. И как-то я возвращаюсь после английского, это было днем, почти все на работе. Я захожу в подъезд и вижу, как эти счетчики горят синим пламенем. Я вызвала пожарных и начала звонить соседям, чтобы они как-то выходили, как-то реагировали. Их реакция вообще меня не то чтобы удивила, она шокировала. Некоторые вообще ничего не сказали, закрывали дверь перед моим носом. Другие выходили из квартир, смотрели на горящие счетчики, качали головой и заходили обратно в квартире. К счастью, пожарники приехали очень быстро, потушили огонь. Осталось вонища, расплавившиеся счетчики и черная стенка. Так как квартира была от учреждения, то я вообще не парилась по поводу ремонта, всех этих трат и вся такое. В следующий раз хотели ограбить машину. Так как гаража у нас не было, машина стояла на улице возле дома. В одно прекрасное утро мы обнаружили разбитое окно
и кто-то пытался выковырять встроенное радио, но безуспешно. В итоге пострадало только окно. Реакция моего мужчины добавила ему еще плюсиков, потому что я, ждала психов, заламывания рук, матюков и так далее. Человек спокойно убрал сугроб снега с заднего сиденья, и мы поехали искать автосалон Volvo. Я спросила: а ты не сердишься? Он удивился: а что я должен сердиться? Машина застрахована. Конечно, беспокойство заниматься всем этим. А это был, я вам скажу, еще тот квест — найти автосалон Volvo, где вам восстановят вашу машину. Но ничего страшного. Его больше возмущало и раздражало то, что каждый день на одном и том же месте его останавливал один и тот же мент с красной то ли от мороза, то ли от чего-то еще физиономией и проверял документы, осматривал машину, заглядывал в багажник. «Зачем он это делает каждый раз, когда я проезжаю мимо?» — восклицал он. Я смеялась и говорила: он, наверное, думает, что ты шпион. Диалог проходил примерно так. Мент на русском: ваши документы. Он на английском: ты уже видел мои документы 100 раз. Откройте багажник. И багажник ты видел уже 100 раз. Мент обходит 2 раза машину, нехотя отдает документы, и мы едем дальше. Что он от меня хочет? Я ничего не нарушал. Я ему, ясно, что хочет. Денег хочет. Так за что? Как? Просто так? Я же вообще ничего не нарушал. Если бы я нарушил, то еще понятно. А так, с какой стати? В нашей шикарной квартире стоял холод, собачьи батареи, они были, но они почему-то были еле живые, еле теплые. И когда на улице минус 25, в квартире было 17-18. Такой прекрасный весенний денечек. Мы купили обогреватели, не знаю, что там с счетчиками случилось, и пуховое одеяло, и обогревали спальню. Обогревали только одну комнату, потому что слишком дорого обогревать всю квартиру. И самое трудное, конечно, было вылазить по утрам из-под одеяла. Это было еще то испытание. Вылезти, добежать. Вы помните, я описывала эту квартиру. Это как какие-то плитки под ногами. Ты мчишь по этим плиткам в ванну, в горячую воду. Короче говоря, мы пристрастились ходить в бани. Поэтому мы каждую неделю ходили в сауну. Тогда было очень популярно ходить в баню. Я не знаю, как сейчас, но тогда эти бани были на каждом шагу. Мы нашли такую приличную баню и регулярненько там грелись. В начале февраля он сказал: пора бы тебе оформлять визы, так как он работает до марта. Потом вместе едем к нему, я посмотрю, как он живет, чем дышит, такое прочее. Я, честно говоря, очень переживала, что мне не дадут визу, наслушавшись страшных историй о том, если ты вообще не выезжала, то тебе откажут. А так как я до этого не была даже в Турции, и паспорт у меня был девственно чист, и я сделала вообще его пару месяцев назад, то, само собой, я беспокоилась на этот счет, но все оказалось до смешного просто. Мы пришли в немецкое посольство вместе, он написал там же письмо, что он меня приглашает в гости и берет все расходы на себя. Они забрали это письмо, мой паспорт и сказали приходить после обеда. После обеда я имела визу в Евросоюз. Но, как вы знаете, Швейцария не входит в состав Евросоюза, и тогда требовалась отдельная виза. Сейчас нет. Мы пошли в посольство Швейцарии, все повторилось. Письмо, паспорт, приходите завтра. И тут он возмутился: а почему это завтра? Вот в немецком посольстве нам дали через 2 часа. Я говорю: да ладно, придем завтра. Но он тут уперся: я хочу сегодня. Я начала нервничать, думаю, сейчас, когда выступается, нас вообще пошлют куда подальше. Но нет, он настоял на своем, и мне выдали паспорт уже со швейцарской визой через 2 часа. 4 марта мы запихали все, что могли, в машину, а что не могли, оставили в гараже у подруги и поехали навстречу новым приключениям.
Первая остановка была где-то в Карпатах, в очень живописном месте. Маленький, очень уютный ресторанчик с этническим дизайном, интерьер такой красивый. Очень нас порадовал вкусным обедом. Во Львове мы остановились на одну ночь и с утра пораньше поехали в ЧОП на границу с Венгрией. Подъезжая к границе, мы офигели от очереди. Она куда-то уходила в бесконечность, и там за горизонт, и не было даже видно ее конца. Мы встали в конце и стали ждать. Где-то часа через 2, не продвинувшись ни на сантиметр, мы вышел и пошел куда-то. Вернувшись через 5 минут, мы выехали из колонны, из очереди и поехали вперед. И тут я вообще оценила ситуацию. Мы ехали, я не знаю, минут, наверное, 5, если не больше. И не доезжая где-то 10 машин до пропускного пункта, мы встроились снова в колонну, в эту очередь. Оказывается, там какие-то барыги, они продают место в очереди. И, видимо, поэтому сама очередь не продвигалась вообще. Проезжали только те, которые покупали эти места. Но несмотря на то, что пропускной пункт был уже так рядом, рукой подать, мы его видели, и казалось, что сейчас раз-раз, и мы уже на месте. Мы простояли там еще 6 часов, представляете? Потому что, во-первых, шмонали все машины. Мой мне сказал, они ищут сигареты. Это контрабанда, везут из Украины в Венгрию, и они там прячут везде, где можно, и они там чуть ли не разбирают по запчастям эти машины, эти таможенники. И, короче говоря, проверяют все. Я такая уныло посмотрела на нашу забитую до крыши машину. Там, ну, представьте, человек полгода жил, сколько там барахла. И так взгрустнула, сколько же времени потребуется на этот осмотр. И кроме того, что все там шмонали всех, кроме этого, какие-то постоянно пропускали какие-то другие левые машины, которые тоже осматривали. Ну, их хотя бы осматривали уже быстро. И я надеялась, что мы все-таки скоро-скоро дойдем до этого пропускного пункта. Ну, рано я радовалась. Дошла наконец-то до нас очередь. Мы пошли на паспортный контроль. Он прошел его мгновенно. Вообще ему шлепнули на печати, а мне попалась какая-то очень дотошная тетенька, которая долго рассматривала мой паспорт. Она смотрела на страницы, слюнявила их, смотрела на солнечный свет, выгинала страницу с фотографией до тех пор, пока не отклеился уголок. Ну да, тогда еще были эти все паспорта с наклеивающейся фоткой. А в конце концов она мне заявила, это не ваш паспорт. Это не вы на фотографии. Я вас не могу пропустить. Ну вот, друзья, вот такая часть истории. И я вас жду в следующем видео на продолжение. Напишите мне ваши впечатления. Ну и как я сказала, что шовчики мне понадоели, и я, понятное дело, решила взять крестики. Я вспомнила про моих птичек. Кто первый раз у меня и не знает, что это дизайн от Rosewood Manor. Карен Клуба дизайнер. И это называется «Сон в летнюю ночь». Нет, это Шекспир. Ну, что-то тоже такое красивое, поэтическое, романтическое. Я наверняка в названии видео написала, как это называется. Ну, тоже там летний полдень или что-то такое. И вот вы видите, что у меня было вышито до сегодня, до этих пор. Я вот вышивала этих птичек, которые просто, песня поется, летели, они аж... ветер в ушах. Ну, короче говоря, вышивала я это в отпуске, и несмотря на то, что отпуск, немного времени на вышивку, я так хорошенечко очень это все продвинула. И здесь очень простой, сколько у нас здесь, сейчас покажу вам мою организацию, вышиваю я на троечке Нурге. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 всего лишь цветов, нитки
X-Dye-Vox. Вот так я их на колечко все повесила и беру пасму, когда у меня заканчивается. И вот я зачеркиваю по бумажной схеме, как видите. А это пинцет выдирать, когда распускаю. Но, слава богу, здесь еще не приходилось. Потому как я уже сказала, дизайн очень простой. Легко и быстро даются вот эти все цветочки, все эти птички и все-все-все. И до тех пор, пока я не начала вышивать алфавит, а здесь практически вся нижняя часть будет алфавит. Здесь останется еще вот с этой с правой стороны птичка, парочка вот здесь будет. А все остальное алфавит. Ну и внизу такая же точно полоска, как и эта, алфавита. И когда я начала вышивать, я поняла, вот где собака порылась. Как вы можете видеть, здесь 3-4 крестика и меняем ниточку. Вот у нас 3 сереньких, 2 беленьких. Вот это зелененькая, такой фонтанчик, тоже зелененькая. Вот это вот 4 розовеньких, в серединке желтая. Если вы не видите, я вам расскажу. Здесь вот зелененькая, зелененькая опять. 3 розовеньких, нет, даже 2 розовеньких, в середине желтенькая. Ну, короче говоря, вот такая заморочь эти буковки. И вышивать, как вы понимаете, их гораздо дольше, чем вышивать птичку, например. Взял одну ниточку и шпаришь себе. Раз, птичка готова. Ножку другой цветом, этот самый клювик и хохолок. Все. И, как вы понимаете, естественно, это все гораздо быстрее идет здесь, чем на алфавите. И покажу, что мне удалось навышивать за 2 вечера. Я вышивала вторник и среду. Понедельник я просто вообще ничего не вышивала. Вот проблема в том, когда вот марафонить. Как я уже говорила, субботу и воскресенье так навышивалась, что в понедельник я просто не хотела смотреть на вышивку, несмотря на то, что там крестики, шовчики, вообще никакую вышивку я не хотела смотреть, и я читала книжку, но про книжку чуть попозже. Вот, смотрите, что мне удалось навышивать за эти 2 вечера. Ну, как я вам говорю, все это идет очень и очень медленно. Вот я год вышила, 2024 я написала, хотя начала в 23-м, но я думаю, все-таки я надеюсь, я закончу в этом году этот сэмплер. И вот эти буквы я вышила. Не знаю, Чиака. Вот у меня прямо здесь Швейцария, на машинах Чиака обозначается вот С и H. И вот эта буква О, здесь буква Р недовышиватая, здесь осталось 2 буквы, и у меня этот лист будет закончен. Потом не останется. Там, если помните, у Rosewood Manor буклеты такие, и там на каждой странице кусочек дизайна. Ну вот здесь у меня это 1 листик, вот здесь 1 лист, 2 лист. Это 3-й лист, здесь половина буквы, ну по-дурацки тоже сделали. Здесь половина на этом листе буквы, и на следующем листе половина вот этой 3-й буквы. Ну так себе, не очень удобно, это надо, ну вот я делаю копию и потом склеиваю, потому что я не хочу, допустим, как я уже сказала, 3 крестика, вот у меня полбуквы там, вот так, полбуквы. И это я, значит, сереньким, я здесь хотя бы сделаю сереньким протяжку, сюда уже сереньким, хоть как-то не менять их каждые 2 секунды после 2 крестиков. Ну, короче говоря, вот. И мне останется 1, 2, 3 листочка, и все. Ну, и все, это, как я уже сказала, вот это заняло 2 вечера. Понятно, что я не вышиваю по 5 часов, но тем не менее, как бы... 2 часа, 1 вечер, 2 часа, другой вечер, 4 часа. Вот это вот 4 часа, пожалуйста. 4 буквы и год, все. Ну и здесь внизу будет рамочка вот такая. Ну, красота получается, безусловно, неземная. Мне нравится. Очень сильно красиво. Посмотрите, какая радостная радость.
Вот летний полдень, ну, что-то, короче, такое. Что-то очень красивое и название красивое. И, как вы помните, я показывала в покупочках, меня уже следующий ждет сэмплер от Rosewood Manor. Я что-то так реально подсела, мне не нравится. Мне не нравится своей простотой и с этой простотой изысканность. Посмотрите, какие эти кружевные, прям какие-то эти буквы получаются, такие легкие, изящные, воздушные, ну, что не скажешь о том, как их делать, но тем не менее, какие красивые они выходят. Я просто в восторге, мне очень нравится, и я хочу... Все-таки этот лист однозначно я довышиваю. А вот здесь, не знаю, начну, ну, как пойдет, потому что вот я вчера вечером просто уже хотела уже сейчас дошью эту букву. Сначала начала с того, что сейчас дошью букву О. Вот мне здесь осталось, я уже ее вышила, все, осталось вот эти серенькие. Сейчас дошью букву О, дошила букву О, а здесь раз такая перетяжка, думаю, ладно, сейчас сереньким здесь выщу и все. Вышила здесь сереньким, вышила это. Ну, тут уже буковка осталась. Сейчас дошью, посмотрела, час ночи. Думаю, блин, мне завтра рано вставать, какая буковка. Ну, короче говоря, отложила. А в понедельник я читала книжку. И книжку мне книжку советовала тоже блогер. Я не вспомню, кто именно, потому что... Когда вышиваю, они у меня одна за одной, я сохраняю посмотреть позже, и они у меня одна за одной идут, и я даже не помню, кто из наших девочек посоветовал прочитать эту книжку. Сейчас вам покажу. Вот Колин Хувер, автор, и называется Verity. Я начала, здесь совсем немножко, страниц 20 я прочитала. И ну, просто хочу рассказать с этой книжкой. Короче говоря, вот это ж я увидела в видео, посоветовали, классная книжка, почитайте, не пожалеете. Иду в библиотеку, говорю, так и так, хочу книжку. Они посмотрели, говорят, у нас есть этой писательницы книги, но нету Verity. Verity – это имя. И я, наверное, думаю, это с латинского «правда». На итальянском «верита», правда. Ну, наверное, судя по тому, как развиваются события, наверное, недаром такое имя. Ну, короче говоря, в библиотеке мне говорят, есть у нас, ну, не это. А кто рассказывал про эту книжку, сказал, что вот именно Verity – это вообще в другом стиле написано, не такой, как предыдущие все романы этого автора. И поэтому гораздо интереснее, потому что другие романы не такие интересные. Ну, короче говоря, я говорю, хочу Verity. А так как у нас система библиотекаря, библиотекария, как это сказать, библиотечная система, она по всему кантону, ну, по всей области, скажем так. И они могут там посмотреть, в какой библиотеке есть эта книжка. И они посмотрели и говорят, ну, есть там рядом в Киаса, у нас, ну, минут 15 на машине ехать. Там есть. Езжать типа туда и берите туда книжку. Я ж вскочила на коня и помчалась, примчалась, и они с 1:30, а это утро было только, я ж с утра пораньше побежала в библиотеку. Я думаю, вот елки-палки, обидно как. Ну, я думаю, нет, вы от меня так не отделаетесь, я приду чуть позже. Ну, короче говоря, прихожу в 1:30, открытая, я говорю, так и так хочу книжку эту. Они мне говорят, а книжка эта на руках, нету ее. Ну, если хотите, вы можете типа в очередь записаться, ее там 24-го возвращают, и мы вам сообщим, если не продлят, мы вам сообщим, и придете, заберете эти книжки. А что вам в вашей библиотеке не сказали? Они в системе могут видеть, да вы сами можете посмотреть. Ну, короче говоря, оказывается, мне вот в этой маленькой библиотеке в Киаса, ну, в соседнем городке,
объяснили, как пользоваться этим библиотекарским сайтом, что ты можешь сам зайти посмотреть, где эта книжка находится, в какой библиотеке, в каком городе. И, не зря вот это мотаться туда-сюда, непонятно что, по 2 раза, когда еще непонятно, с какого часа работает библиотека. Одним словом, короче говоря, я записалась на эту книжку. Пришло мне сообщение, пришла книжка, приезжайте, забирайте. Я приезжаю забирать эту книжку, она меня предупреждает, мол, продлить нельзя. Так, вообще-то, ты берешь, но тебе дают почти месяц, 3 недели тебе дают на прочитку. И если ты там не дочитал, некогда было или еще что-то, ты можешь продлить. В этом случае нет, нельзя продлить, потому что уже там очередь на эту книжку. Я думаю, ничего себе, какая книжка, надо брать. Люди, я ж не читаю, я вам уже говорила, что я там 100 страниц, мой максимум, потом я забрасываю эту книжку. Тут такая очередь, такой ажиотаж про эту прям книжку, думаю, надо прочитать, что такое. Начало интригующее, там, конечно, сразу тебя захватывает, шок сначала. Предупреждаю, слабонервным лучше не читать, потому что с первой страницы тебе хлобысь по голове. Дальше интересно пишет, легко пишет, приятно читать. Короче говоря, прочитаю, если понравится сильно-сильно, расскажу. Итак, друзья, показываю вам, как я дошила все-таки эту страницу. Вот здесь буква И у меня появилась, и буква С у меня появилась. Сейчас я вам... Вот это буква И. Очень просто, быстро и как красиво. Буква С. Большая, сложная. И вот какая она. Это буква С. Мне вот здесь как-то не очень нравится этот угол. Здесь вроде как закругленная, здесь какой-то квадрат. Я делала как по ключу. Здесь сначала букву Т. Но, пожалуй, на этом я и закончу с этим дизайном. Если вы что-то увидите на этом превью, вот такое оно никакое. И смотрите, я думаю, что я уже половину, может, чуть-чуть поменьше половины сделала. Как я уже говорила, вот здесь 1, 2, 3 листа мне осталось. И рамка. Я думаю, рамка это будет легко вышиваться, одним цветом она вышивается, это быстро. Несмотря на то, что там предполагается закрывать каждый крестик, так я посмотрела, там особо переходов на этих нитках нет, поэтому я буду шпарить так, как есть. И вот это самое сложное, вот этот кусочек мне остался, эти буквы, вот отсюда алфавит. Это будет долго, а вот это будет быстро. Но тут еще вот здесь же сверху буквы, которые я еще не вышивала. Короче говоря, еще есть над чем поработать, но тем не менее, мне очень нравится. Я буду продолжать, но на этой неделе я, пожалуй, на этом и закончу. Потому как завтра мы с нашей группой Nordic Walking едем в Черный лес ходите, и поэтому у меня не будет ни завтра, ни в субботу, ни в воскресенье время ни вышивать, ни снимать, ни монтировать, ничего. Если у меня получится, я смонтирую сегодня, и вы увидите, как обычно, в воскресенье видео. Если нет, то нет, то увидите позже. Ничего страшного, я думаю, не произойдет. Некуда торопиться. Вот так как-то. Красиво получается, согласитесь, очень красиво. И, как я уже сказала, очень многое играет канва, основа. Вот оригинал и вот основа. Увидела я у Илоны Илки этот дизайн. Давненько уже она вышивала, я не знаю, дошила она его, не дошила. И себе мне захотелось, потому как очень-очень красиво. Она тоже вот такую взяла контрастную ткань и сразу приобрело другой вид. Вот увидев такое превью, я бы это вообще никогда не купила. Вот честно.
И вот как красиво получается. Так что все, друзья, на этой неделе. Благодарю вас за внимание. Спасибо вам за лайки. Спасибо за то, что делитесь, за то, что комментируете. И до следующего видео. Всем пока-пока. Смотрите, какой красивый мак.